Не хочу быть ни строгой, ни критичной, но этот мир разыгрывает комедию перед самим собой. Это не чистое кривляние, просто каждый чувствует потребность разыграть комедию для себя. Комедия может быть героической, драматической, трагической, поэтической, но в 99 случаев из 100 она оказывается любовной. Люди живут всевозможными, как они говорят, состояниями души и их словесным выражением. Ну, надо сказать, что жизнь каждого человека, каждого отдельного человека – это действительно спектакль, который он разыгрывает прежде всего перед самим собой. А если представляется такая возможность, то и перед окружающими. Но в основном мы остаемся один на один с собой. У нас столько там всяких картин удивительных, красивых, там трагических. Заметили или нет? То есть вы играете с собой. Но на людях тоже приходится иногда играть. Заметили? Ну вот прям спектакль. Спектакль. И все разыгрываемое нами в чувствах, в переживаниях, в поступках, безусловно, комедия. Этого могло не быть, если бы мы не согласились играть эти глупые роли. Но нам нравится это, нам вкусно. Мы получаем удовольствие. Даже от страданий люди получают удовольствие. Заметили? Вы наковыряете больные места, вспоминаете болезненные ситуации, и так приятно становится. Да? Но это идея, как это называется-то, да? Мазохизм, да? Садизмом, мазохизмом мы занимаемся. В психологическом плане это блестяще совершенно у некоторых получается. Вот. И весь этот театр абсурда режиссируется нашим эго совместно с кармическим педагогом. И в основе подавляющего большинства этих жизненных постановок действительно лежат любовные истории. Мать тут права. И если в нас приоткрывается истинная сущность и выглядывает через маленькую-маленькую щелочку наружу, если есть, так сказать, часть души, которая наблюдает всю эту ерунду, вот, то действительно она нам может сказать: ну что ты ломаешь комедию? Вот у меня так по жизни было. Когда я слишком заигрывался вот сам с собою, и вот настолько вот в это как бы входило, для меня было реально, когда на самом деле это вообще не было ничего, просто не существовало, все это было придумано, и душа мне говорила: ну хватит валять дурака, хватит. И я понимал, да, надо остановиться. Слишком заигрывался в этом спектакле. Вот. И затем я всегда это видел как бы со стороны, мне это всегда очень помогало. Если я слишком заигрывался, то мог вовремя, в общем-то, это и прекратить. С помощью истинной сущности, которая помогала мне это сделать. А многие люди играют всерьез и заигрываются, совершая массу всяких глупостей, непоправимых ошибок, порой трагические ошибки совершаются. И люди настолько вживаются в роль, что готовы лишить себя жизни. И такое тоже случается. И только сейчас понимаешь, что временами ты делал трагедии буквально из ничего. И удивляешься, насколько тогда ты во всем был другим человеком, человеком с совершенно иным сознанием. И когда-то давно, еще только я стал на путь сознательной эволюции, вот по поводу нашего актерства в жизни, я даже написал стихотворение, там были следующие строки. «Глядим себя с прокуренной галерки, фальшивим роли, Господи, прости, от чей-то тщетный шепот из суфлерки пытается ненужное спасти». Суфлерская будка, знаете? То есть вот эта игра, что ты играешь. То есть я прекрасно чувствовал в тот момент, где-то подсознательно, что вся жизнь действительно это трагикомедия, которая с твоим участием происходит, и на самом деле, в общем-то, это
то, что в один момент может быть прекращено и должно быть прекращено. Хватит, сколько можно. Но мы настолько заигрываемся, и всю оставшуюся жизнь посвящаем именно этой трагикомедии, вместо того, чтобы заняться делом, ради которого мы пришли сюда, на эту землю, чтобы принести духовные плоды, и не более того. И мое сознание, вот по мере продвижения по пути сознательной эволюции, оно менялось, по крайней мере, трижды. И ко мне иногда приходят люди и говорят, что потеряли любовь, что в душе у них мрак, из которого невозможно выбраться. Я советую им спокойно подождать. И через полгода они уже над этим смеются. И то, что казалось им трагедией, спустя какое-то время уже видится совершенно по-другому. Вот тогда была трагедия, потом почему-то уже нет. Почему? Но благодаря этим спектаклям, которые разыгрывают наши фальшивые существа, ментальные и витальные, наш ум и эмоции, да, благодаря этим спектаклям пробуждается наша истинная сущность, которая, наблюдая все это, не желает быть зрителем этих витальных постановок. И когда нежелание достигает критической точки, и мы начинаем задыхаться в этих эгоистических перипетиях, в этих своих, так сказать, фальшивых ролях, тогда мы пробуждаемся к новой жизни. Вот так вот. Так что, когда наиграетесь, знайте, что есть выход.